het gouden verfambitje. Nee, goud. Gouden. Ja, ze draagt een gouden ring. Ja. Zij draagt een gouden armband. En een gouden armband. Ook echt materiaal. Oké. Goed. De volgende. Dat is Chucky. У нас кофе-пауза. Такие я беру жойки и капучино. Капучино, честно скажу. Тут что капучино, то что кофе и мелк, все вообще вода какая-то безвкусная. Ну, 50 центов, в принципе. Но все равно, чем-то же занять себя нужно. Die meneer feit is, dan heb je een dader en een slachtoffer. Een dader is de persoon die iets slecht doet. Девочки, привет, мои дорогие. У нас сегодня уже вторник. Я уже сделала сегодня утром свои запланированные важные дела, которые вот мне нужно было сделать. Вот теперь я побежала домой, переоделась и хочу съездить в украинский магазин. Вот. Но он не украинский, там, скажем так, с бывшего СНГ. Марки, бренды. Вот, там мама просила что-то ей купить, кашу, вот эту орновку, там что-то такое. Вот, это только там можно найти. Вот. Марк сегодня дома, потому что наши преподаватели в школе языковой наши по очереди болеют. Здесь тоже эпидемия. Вот, поэтому вот такие пироги. Поэтому им сказали готовиться к тесту дома. Тоже месяц, все меньше и меньше дают срок на курс интенсив. Мы проходили что-то около 2, потом вот, первый, имею в виду 1-1, потом 1-2 мы уже проходили 1,5 месяца. Марк, вот, пожалуйста, 10 ноября пошел, вот месяц. Сейчас, вот у него уже маленький тест прошел, вот у него уже в четверг тест большой. Ну, нидерландский — это сложнейший язык. Вот, и все меньше и меньше, я не знаю, за неделю скоро ты должен больше выучить. Как-то так, да, вот такая вот сейчас просто политика какая-то. Вот, и, кстати, что я хочу вам сказать, мои дорогие девочки. Вот, в первую очередь, вам спасибо большое за ваши комментарии, которые вы мне написали, за вашу поддержку, за вашу позицию. Вот вы мне пишете, там, не обращай внимания, вот, блокирую, вот все такое. Во-первых, я хотела бы внести ясность. Я ни капельки не оправдываюсь. Когда я что-то рассказываю, когда я что-то отвечаю на ваши же комментарии, вот, я же не оправдываюсь. Я с вами держу связь, я на них отвечаю, я говорю вам свою позицию. Но не могу же я быть болванчиком, который вот тупо, знаете, вот просто в 5 часов я встала, в 6 часов я села, там, в 10 часов я там пообедала, там, поужинала, там, позавтракала, все такое прочее. У меня тоже есть свои мысли, у меня тоже есть своя позиция, у меня тоже есть свои взгляды, у меня есть тоже свои какие-то чувства, в конце концов. Я хочу тоже с вами делиться, ну, не все же мне читать и проглатывать, да, то, что я, допустим, читаю в свой адрес. Я и так я вам скажу, очень много чего вот читаю, ну, вот прям совсем, конечно, какие-то негативные вещи, вот если человека я вижу, написал первый какой-то комментарий, я вижу, ну, из ряда вон выходящий, ну, то есть он оскорбительный какой-то, и, ну, просто совершенно неадекватный. Конечно же, я их сразу блокирую, даже не читаю, кто это, что это, и не запоминаю их, потому что я понимаю, что за этим комментарием последует второй, третий, четвертый, он не успокоится, то есть у человека это уже в крови, это не то, что там луна в какой-то фазе, понимаете, и завтра он изменится. Нет, это будет как бы все время. А есть такие комментарии, понимаете, когда вроде бы человек писал тебе, ну, какие-то нормальные вещи, поддерживал, и тут вдруг, знаете, вот начинается вот какая-то вот какие-то претензии в итоге потом вываливаются. Вот, понятное дело, что я на них и обращаю внимание, и как бы задумываюсь, и хочется внести какую-то ясность. Почему? Потому что, конечно же, какие-то вещи, когда они систематические. А вообще я вам скажу, что самое интересное. Вот, нам ставят всю жизнь в упрек наше благополучие. Ну как благополучие? Я, честно, я вообще не понимаю, что у нас есть из того, что нет других. Я вот смотрю сейчас, когда мне все пишут не на часе. Блогеры в Украине живут куда круче. Они позволяют себе куда больше. У них все прекрасно. Да, они освещают там, ну, там прилеты, ночи бессонные.
Но жизнь у них в финансовом плане все хорошо, все прекрасно, и я рада за них. У меня вообще ни капли не возникает, знаете, какого-то, не знаю, яда в душе, каких-то претензий, вообще какого-то недовольства. Я рада за них, слава богу. Знаете, и мне пишут с претензией, что мы и в Украине неплохо жили, и что здесь там я что-то позволяю, и что там мне что-то там у меня лучше, чем у других. Вот. И что я там что-то показываю, когда не на часе. Ну на каком не на часе? Пока у кого-то не на часе, мы берем что-то делаем. Мы всю жизнь что-то делаем, поверьте мне. У меня муж, он полусирота. У него в 3 года он остался без мамы. Его воспитывал один отец. Вот, в каком-то возрасте и отец ушел, он остался один. Ему никто ничего не дал. Мне точно так же. Нам никто ничего никогда не дал. Понимаете? Мы все, что у нас есть, это все сугубо то, что мы сами заработали, то, что мы сами создали. Это ничья заслуга. Почему я должна что-то скрывать? И в данный момент я хочу жить еще лучше. И я все для этого делаю. Я поднимаюсь, извините, утром и бегу. Не буду рассказывать, что, куда и зачем, потому что оно никому не надо. Вот, но я все делаю для того, чтобы у меня что-то было. Мой муж уходит в 6 утра, приходит в 10, 11, 12, когда как получится. Не всегда у него есть выходные. Понимаете, ему уже, извините, 56 лет. Вот. Так что, кому мы обязаны, почему я должна что-то скрывать? Никто, кто-то с общества что-то дал. Я на канале прошу подписаться, я прошу эти лайки, да мне никто их, мне ставят девочки, вот эти вот, которые мне пишут, ну чуть больше ставят. Спасибо вам огромное за эти 300 с чем-то, почти 400 человек, моих подписчиков, которые ставят, которые щедры на эти лайки. Но в большинстве случаев не подписываются. Вы думаете, почему люди? Вы же посмотрите, у меня в 2 раза просмотры больше, чем подписчиков. Они вот думают, что каждая подписка это плюс какой-то, какая-то капелька в мое благополучие. И они не хотят этого. Я смотрю всегда блогеров, я смотрю исключительно тех, кто живет хорошо, кто к чему-то стремится, у кого есть какая-то мотивация, кто не сидит, не жует, знаете, что не на часе, все. Всегда будет не на часе, я вам скажу. Просто для некоторых есть это хороший отговор. Очень много чего не показываю, я очень много чего не рассказываю. Я вот, когда мы были даже в Испании месяц, с Дашей в прошлом году, это у меня на старом канале есть, тоже мне там писали, господи, что мне там не писали. Понятное дело, я снимала море, пляжи и все. Но в то же время я бегала, стригла, кинула сразу объявление в группу, я бегала, стригла. Я устроилась, я работала этот период в украинском кафе. Но я это не снимала, я это не показывала. Вот, ну и точно так же и везде. Я очень много чего не показываю. Но почему я должна отчитываться и быть не на часе что-либо показывать? Ну что это? Ну чья это заслуга? Ну это же не заслуга ваша, именно тех, кто это пишет. Совершенно. Поэтому я на своем канале буду показывать то, что я хочу. Я буду рассказывать то, что я хочу. Я буду говорить на языке, на котором я хочу. Давайте уже мы, наверное, будем или воспринимать то, что люди показывают, или если что-то не нравится, заедает, просто молча уходить и смотреть то, что близко по духу, близко по настроению, то, что нравится и то, что не раздражает. А ставить в упрек, понимаете, какие-то вещи самые элементарные, извините, вот самый элементарный, я вообще не пойму, что у меня сейчас есть такое, что не на часе. Вот, и так это, понимаете, вообще я ситуацию вчера рассказывала, что человек мне написал, я не знаю откуда она, эта женщина, не знаю откуда, вот она написала на польском языке. Что ты хочешь от людей, от других, да, если свои вот так вот, понимаете, реагируют, вот так вот относятся, вот так вот бесятся, вот так вот непонятно вообще себя как-то ведут, реагируют. Боже, это ужас какой-то на самом деле. А вам, девочки, всем я хочу огромное спасибо сказать. Слава Богу, что вы у меня есть. Слава Богу, что вы у меня остаетесь. Я так поняла, лучше, понимаете, меньше, лучше пусть медленнее как-то вот набегают подписчики, но они будут мои, они будут адекватные, нормальные, понимающие, совершенно независтливые. Если на такие вещи вот такая вот идет реакция, то вообще про что тогда говорить? Ну вы же сами меня понимаете. Потому что одни пишут, почему ты вот показывай побольше, там уход, то, все, там покупки, вторые только что-то показал, одно за полгода, там все, боже мой, не на часе, страна война, как ты можешь, то все. Да многим всю жизнь не на часе, вот честно вам скажу.
Нужно все равно брать, у тебя жизнь одна. Нужно брать, вставать и что-то делать. А я хочу жить хорошо. У меня, вы знаете, какие проблемы со спиной? Вы даже этого не представляете. У меня этот постоянный кашель из-за того, что у меня там куча защемлений, куча всего. У меня большие проблемы со здоровьем. Но я встаю и иду, потому что я хочу жить хорошо. Я хочу, чтобы у меня были, я не знаю, вот я смотрю видео там, где у людей хорошо, там, где люди хорошо живут, там, где их все красиво. И я тоже этого хочу. Вот. Не знаю, меня это вдохновляет, меня это заражает, вдохновляет, я просто, мечтаю, много о чем мечтаю. У меня вот такой список желаний, и я все хочу, вот. Не знаю, чтоб я злилась из-за чего-то, что-то кто-то, люди покупают, я не знаю, я себя тогда возненавижу, если я такой стану. Для меня это страшный сон, если я такой стану брюзгой, что буду вот такой сидеть, людям выписывать, вот так вот завидовать и быть вот такой вот мелочной и несчастной, и бурчливой. Простите меня, пожалуйста, честно. Сейчас идут дожди, девочки, и эта вещь работает как ненормальная 24/7. Я не знаю, как это все происходит, как она чувствует. Я опять перенесла сюда в спальню, но дожди сейчас пошли, и постоянно оно включается. Вы слышите, кап-кап-кап. Вчера где-то, наверное, в час ночи я увидела, что горит красная лампочка, когда я вчера освобождала этот поддон, и я полную под завязку вылила воды. Это только, не знаю, там за сколько часов. Часов, наверное, за 10, наверное. Вот, не больше. Так что, если у кого есть какая-то проблема с влажностью дома, в квартире, там, где угодно, вот обязательно покупайте. Вот на самом деле очень выручает. Я не знаю, что было бы, если бы не он. Наверное, уже были бы все стены бы черные, это 100%. Вам, наверное, не слышно, но оно прям капает. Я сколько живу, я такого декабря в своей жизни не видела. Единственное, конечно, когда мы были когда-то после Нового года, это было число 3 января, мы полетели в Барселону. Да, там было несколько дней, что было реально теплынь, и было по 20 градусов, да, что мы даже снимали куртки, расстегивали, вот. А так вообще, конечно, это удивительно, что декабрь месяц, птички поют, вообще теплынь, вообще отлично. А я накупила пальто теплые, шарфы. Не знаю, куда теперь это все выгуливать. Я приехала в Марксе. Здесь находится возле остановки недалеко Lidl, поэтому я решила зайти и по ходу взять Марку пару этих яиц уже. Вот. Собирает же хлопец. Так, сюда. Девочки, все больше украшений появляется. Но это и так вам могу показать. В такое время еще, собственно, не темно. Когда темно, это я не хожу по улицам. Вот, чтобы можно было во всей красе вам показать, что у людей там внутри и снаружи. Смотрите, какие красивые венки. Видите, уже загорелись деревья все. Они, в принципе, везде так украшаются сейчас. В общем, атмосфера очень нарядная и праздничная. Я приехала, и меня ждал сюрприз. На том старом месте была табличка, что они закрылись. И я давненько сюда уже не приезжала. И в ноябре переехали сюда. И я такая ищу маленький магазинчик. Почему такого, какой он был. И в итоге что я вижу?
Микс-маркет. Посмотрите, какой он. Прям стал по типу супермаркета. Они расширились. И это радует, потому что там на самом деле было не пройдешь. Товар на товаре, все на куче. Там постоянно много людей. Вот. Было. С этими корзинами не разменешься. Вообще. Замечательно. Просто значительно дальше, но нужно будет проехать пару остановок еще дальше. Вот так. Вообще здорово. Это прям стал большой, хороший, приличный, просторный супермаркет. С таким хорошим ассортиментом. Ну, прям здесь все есть. Все. Все, что хочешь. И ходи себе, и никто тебя не толкает, ни с кем ты не можешь разойтись. Отлично, молодцы. Тут даже наша кукурузка есть. Я тут встретила Марка. Телесъемка. Я с трама, он на трам. Он в зал Главное, чтобы собрался. не прогавить. А что, написали сегодня нет, да? А? Прям написали сегодня, что нет урока, да? Да, написали генлес. Генлес. Ок, генлес. Ага. А завтра? А завтра... Завтра у тебя выходной. Завтра среда. Все, понятно. Завтра среда. Точно. Ну ладно, давай. Ой, едет. Беги. Все, давай. 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 Посмотрите, как у нас здесь включили подсветочку. Это мы год назад приехали. Вот. И любовались этой красотой. Мы же 1 января, получается. У нас контракт с 1 января. Правда, было больше. Сейчас только половину деревьев почему-то включили. Было больше. И здесь все было. Вот это вот вся была история. И дальше вот там все было. Мама, смотри, вот такая только. Это самая красивая, что я нашла. Пшеничная. Так, сметана. Взяла тебе уже 20%. Потом. Так, это взяла себе. Не знаю, они, понимаешь, они все продукты здесь, которые, ну, они, как сказать, они все экспортные, мама, они все переведены на, на иностранный, поэтому я не знаю, кто производитель. Вот взяла тебе такое самое подходящее и удобное в использовании. Крышечку там откроешь и закроешь. Я думаю, это И будет набагато выгоднее, лучше, чем это молоко купить. ну, вкуснее, да. Сейчас, подожди. Полная сумка. Сейчас. Ой, бедная. Как всегда, какой-то фигни. Так, творог и это Даша гречку взяла. Даша. Так, и сейчас, мам, пряники я взяла. Вот, пряники, они самые мягенькие, мам, которые с вишней. Все, да? Все, что вроде, что ты говорила? Да? Сейчас. Так, покажу вам, что купила себе. В принципе, вообще ничего не собиралась покупать, как всегда. Ехала, думаю, ну, пельмешки возьму. Как бы думаю, ладно, так уж и быть, раз уж еду, пользуясь случаем. В итоге, это я еще как бы мало набрала. Взяла гречку. Килограмм. Взяла. Потом вот такое вот печенье взяла. Курабье, да, похоже на курабье. Потом взяла мандаринки, потому что уже почему-то в последнее время их дома нет. Не годится. Так, ну, конечно же, всему голова Доместос. Самая хорошая вещь. Потом взяла большую банку Нивеи, гель для душа. Так. Ну, это я взяла в Вибра, по-моему. Так, потом взяла в нашем магазине колбасу, вот такую вот докторскую. Начали таять. И 3 пачки вот таких вот пельменей. Они вкусные, детские. И все. Да. И все. Захотелось пельменей. Надо их быстро прятать в холодильник.
Смотрите, какая красота. Этот запах мандарин, он просто божественный. Ничего нет более новогоднего и зимнего, чем запах и вкус мандарина. Ну, Давай уже. Да, господи, мне кажется, вот здесь вот... Ну так всегда, Марк. А как останется пару штук, и вот это, ну, А. пока ты соберешь всю коллекцию, Пока. не надо расстраиваться. Может, есть кто-то в Антверпене, кто Ну, может повторка быть, так от меня. повторка. Меня, кстати, моя знакомая попросила там одну. Вот это то, что, помнишь, я тебе скидывала? Она попросила одну. Им нужна. Какая? Ну, давай, ладно, открывай. Какая? А я потом тебе покажу. Давай посмотрим, что здесь. Мне кажется, здесь что-то такое. Ну что? Вот фиг знает. Кстати, Марк взял еще билет на концерт. Повторка, да? О, да, у меня таких уже... Сейчас уже 3. Уже Сейчас. 3? Ой, блин. 3. Оп. Угу. Ну ладно. Что, Что Марк? поделать? Девочки, кому нужны такие фигурки? Пишите. Всем отправлю. Все. Мне кажется, здесь тоже что-то такое. Я говорю, Марк взял билет на концерт. Вспомнил, когда уже билеты продавались. Как группа твоя называется? Deftones. Да. Концерт будет в Брюсселе 31 января. Он кинулся вот недавно. Ага. А билеты продавались... 30-го. А билеты продавались с лета, да? С июля. Так они всегда так... Они всегда так... Ну да, и запускают, Марк да. кинулся, когда уже все, уже не было. И тут все мы ловили, всем нам установил приложение. Мы все ловили и ночами, вскакивали, чтобы ему билет. Ну, знаете, есть такое приложение, там, где кто-то там раньше купил, перекупы, да, или кто они Ну, там такие. меняют... Ну да, перекупы. Да, они скупили, а теперь выкидывают, продают. Ну, их быстро очень разбирают. Ну, Но вообще, купили, да. слава богу. Слава богу. Поймали, В попыхах. Теперь Марк в нетерпении ожидает концерта. Вообще. Теперь ему хочется 30 января побыстрее. Да вообще, не знаю, там хочется все с того концерта забрать. Там Да ладно, давай показывай. Что-то что осталось. Да все, повторка. Ну да, вот это красное, которое... Ну, я не знаю, как их вообще покупать, чтобы было не повторка. Таких тоже, да, столько. Ну, многоватенько, да. Капец. Ну ладно. Надо, чтобы они прям... Ну, они были легкие. Ну, короче, нужно теперь, чтобы ты покупал сам. Да ну, блин, ну И что всё. сам? Надо просто объяснить. Я не буду, я лучше подходить, ты там трусишь, ты понимаешь. Я не соображаю. Девочки, стою себе, наслаждаюсь огоньками. Вот, и вот мандаринкой. Вот, прям вкусные, сладкие, я не ждала. Если честно, я думала, они такие, знаете, ну, никакие. Вот, потому что я взяла в Лидле, не самые дорогие, вот, но мне они больше на вид понравились. Просто. И в итоге они сладкие, сочные и вообще и вкусные. Пришел Валерий, купил виноград, невозможно вкусный. Он такой твердый, сладкий, сочный, большой, такой крупный и без косточек. Посмотрите какой. Я вообще люблю больше темный виноград. Вот. Поэтому он мне прям вообще идеальный. Ну, конечно же, куда без селедки. А мне кажется, та, которая была по 3, она какая-то жирнее была, нет? Ну да. Это, наверное, то, что осталось, да? Или нет? Не, вот это вот там, где я брал в прошлый раз. Где ты говорила, что... Что, так это джамбо. Сок. В смысле, где брала? Ну вот это перед тем ты покупала, она жирнее, она вкуснее. Такие пельмешки интересные. На каждом пельмешке вон смайлик. Вообще детские, все вкусные пельмени. Смотрите, сколько стало Kinder Joy. Это вообще, скоро 2 сухаря вот этих останутся и все. Я не знаю, всего меньше, меньше, меньше. Все что экономят, все уменьшают. Ну такое. И вот это вот евро 50. За что? Интересно. За игрушку.
Не. Вы засыпаете за 3 секунды. Валерий, он лечебные процедуры по субботам, чи по пятницам. Там у него эти, скажи, сеансы какие-то успокоительные. Он там лечит нервную систему. Но